Всем привет! Я сегодня иду гулять со своей подругой. Как вы можете помнить, я живу в Канаде, и поэтому я покажу вам немного Канады. Вот так вот выглядит мой маршрут от дома до работы или до моей подруги. Красиво, сказочно, много природы, много зелени. А еще я сегодня шла в магазин, и я встретила, знаете кого? Среди бела дня, среди дня я встретила скунса. Обычно я вижу скунсов, обитающих ночью, потому что они любят копаться в мусорках и... Я забыла русский язык, подождите. Они любят копаться в мусорках и также благоухать неприятными запахами. Если здесь есть кто-то среди подписчиков, кто живет в Северной Америке и знает, кто такой скунс, то я думаю, что вы меня поймете, что я имею в виду под запахом, который источает скунс. Сейчас я уже подхожу к автобусной остановке и поеду до подруги. Это я живу возле главной улицы, и каждый раз, когда я иду на работу, я вижу вот такой вот вид. Я вышла из автобуса и направляюсь до дома своей подруги. На улице очень прохладно, и мне это нравится, потому что лето в Онтарио очень жаркое. Тут очень влажно. Вот такой вот путь я обычно проделываю, когда я иду увидеться со своей подругой. И каждый раз я молюсь, чтобы не встретить какого-нибудь бездомного. В Канаде очень много бездомных людей, очень много. И очень странно, что я не могу увидеть их сейчас на этой улице. Но когда я сейчас ехала в автобусе, то я увидела одну бездомную женщину. Она пыталась создать проблемы. Но, слава тебе, Господи, как сказал бы русский человек, меня это не тронуло. А еще я заметила, что в Канаде очень много церквей. Очень много разных религий, церквей. Я раньше думала, что в России церковь на каждом шагу, и сейчас понимаю, что такое и в Канаде. А еще сейчас в Лондоне, городе, где я живу, установили очень много велосипедных дорожек, и из-за этого дороги стали казаться очень узкими, поэтому много водителей ругается на это. Очень неудобно ездить на машине. Здесь нечасто можно увидеть человека, как я, который идет и снимает себя на камеру, поэтому некоторые люди смотрят на меня, как будто бы я дурочка. Еще хотелось бы обсудить с вами вопрос мусора. Как вы видите, здесь очень много контейнеров на улице. Там еще есть голубые контейнеры. Это для пластика и бумаги. Я живу в частном доме, и из-за этого я могу выносить мусор только раз в неделю. То есть каждую неделю приезжает грузовик и забирает пластик, бумагу, общий мусор. И меня очень сильно раздражает разделять его. То есть я понимаю, что это хорошо. Канада заботится о том, чтобы страна жила цивилизованно, и за это я уважаю Канаду. Но это
так неудобно, потому что когда ты живешь в России, где мусор не сортируют, во всяком случае, так было, когда я там жила, то сейчас мне очень неудобно. Каждую неделю я должна сортировать пластик, бумагу и общий мусор. И я не могу пойти и выкинуть его, когда я захочу. Мне нужно ждать машины для вывоза мусора. Кто не знает, так в Канаде происходит, если ты живешь в частном доме. А если ты живешь в многоквартирном доме, где у тебя на этаже есть мусоропровод, куда ты можешь в любое время выкинуть мусорный пакет, это очень удобно. И я очень жалею, что в свое время я съехала из квартиры, потому что жизнь заставила меня съехать оттуда. Сейчас же я понимаю, что те времена были лучшими в моей жизни. И начиная тему квартир в Канаде, я хочу пожаловаться вам на то, что в Канаде очень дорого снимать квартиру. Я живу в провинции Онтарио, и чтобы снять студию с кухней и туалетом, это будет 1500 канадских долларов в месяц. Плюс электричество, вода и другие utilities. Я не знаю, как сказать это на русском языке. А если ты снимаешь квартиру с одной спальней или 2 спальнями, то цена такой квартиры будет варьироваться от 1800. Анжела, правильно говорить не от 1800 долларов, а от 1800 долларов. Да, эти зумеры, конечно, вообще ничего не знают про русскую грамматику. Кстати, если вы хотите смотреть больше понятных и не очень понятных видео для изучения русского языка, вы можете подписаться на наш Patreon или на наш Boosty. Спасибо. Цена такой квартиры будет варьироваться от 1800 до 3000 канадских долларов. Это очень дорого, потому что множество людей в Канаде зарабатывают минимальную зарплату, как я, $18 в час. И из-за этого мы не можем себе позволить снять квартиру с 1 или 2 спальнями, если мы хотим жить одни. Из-за этого нам приходится делить жилье с друзьями или даже с незнакомцами, как делаю это я. Я живу в доме и снимаю комнату, потому что у меня нету денег, чтобы снять свою квартиру. Вот я прохожу мимо другой церкви к вопросу о том, что в Канаде очень много церквей. Та церковь мне понравилась больше, чем эта. Я считаю, что в Канаде может выжить человек, у которого очень... как это сказать-то? У которого высшее образование по таким сферам, как IT, инженерия, доктор, врач, электрик. А если вы работаете в сфере гостиничного бизнеса, как я, то не надейтесь на высокую зарплату, потому что здесь
таким людям не платят много. Здесь вы будете зарабатывать до $2000 в месяц с вычетом налогов. В Канаде очень высокие налоги, как в США. Вот я и дошла до дома своей подруги. Сейчас мы пойдем гулять с ее собакой. Моя подруга живет на улице, где обитает очень много бездомных людей. И иногда, когда ты гуляешь здесь, становится опасно, потому что иногда бездомные могут напасть на тебя или накричать на тебя. Но в основном им все равно, что ты делаешь. А вот я подошла к дому подруги, и вы можете увидеть, как мой маленький племянник бежит ко мне. Я его называю племянником. Олежа! Здорово! Итак, Анжела забыла попрощаться с вами. Анжела забыла сказать вам пока. Поэтому я, Никита, говорю вам пока. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.